Ребятки, меня зовут Владимир. Добро пожаловать на наш канал. Спонсор сегодняшнего выпуска — компания ПТК. Вот они прислали нам вот этот полуавтомат на обзор, да? В общем, видео сегодня будет именно о нем. В общем, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем, погнали. Так, коллеги, пробежимся немножко по характеристикам. Он работает от напряжения входящей сети 220 плюс-минус 15 вольт, да? Значит, нигде не заявлено, что он работает от пониженных напряжений. Это надо тестить, я не могу этого проверить, потому что у нас здесь напряжение в сети нормальное. Так, диапазон регулировки тока в режиме МИГ от 40 до 180 ампер, в режиме ММА от 20 до 160 ампер. Диапазон регулировки напряжения МИГ в вольтах от 11 до 24 вольт. Напряжение холостого хода 60 вольт. Максимальный вес катушки от 1 до 5 кг, диаметр сварочной проволоки от 0,6 до 1 мм, диаметр электрода от 1,5 до 4 мм и класс защиты IP21. Вот про этот класс защиты я немножко остановлюсь. Значит, это подразумевается, что в сырую погоду можно им работать на улице, но в проливной дождь нельзя. То есть, если там несколько капель воды сверху попадет случайно, там, ему ничего не будет. Но под проливным дождем он находиться не может и работать тем более. Так, пробежимся по органам управления. С этой стороны мы видим клавиша включения-выключения, подача газа, кабель питающий от сети, вентилятор охлаждения. И сюда можно прицепить заземление. Сзади больше ничего нет. Передняя панель. Передняя панель, два байонета. Можно менять полярность, прямую или обратную поставить. Евроразъем. Дальше. Есть индикатор перегрева. То есть, если он перегреется, лампочка загорится, вентилятор будет работать, он будет остывать. Есть индикатор включения в сеть, значит, переключение режима в полуавтомат и ручная электродуговая сварка. Есть вынесена отдельно кнопка протяжки проволоки, это очень хорошо, что она на передней панели. Здесь два дисплея, значит, смотрите, здесь 3 регулировочных колеса. Вот это отдельно вынесена регулировка индуктивности от единицы до 10 регулировка происходит. Вот эта регулировка ампеража. Она работает в двух режимах. Если режим ММА стоит, то здесь мы регулируем амперы, выставляем, сколько нам надо. Да? Когда стоит в режиме полуавтомата, соответственно, регулируется скорость подачи проволоки. Ну, здесь как-то все напутано, я потом об этом расскажу, остановлюсь подробнее. Вот это регулирует вольты, то есть напряжение сварочного тока при сварке полуавтоматом. Открываем, посмотрим, что у нас внутри. Внутри мы видим протяжный механизм, ролик 1,08 мм стоит здесь по умолчанию. Протяжный механизм весь металлический, как вы можете видеть. Значит, сюда можно поставить килограммовую катушку проволоки и 5 килограмм. Вроде все я рассказал по органам управления. А теперь давайте попробуем, настроим и поварим. Так, ну погнали. Начнем мы, наверное, с профиля. Обычный профиль, толщина стенки 1,5 мм. Ну, сами видите, коллеги, этот аппарат как будто создан для сварки тонких профилей. Видите? Я его настроил за 5 секунд. За 5 секунд. Настраивается очень быстро, несмотря на отсутствие синергетики. Видите, профилек он кушает, ну, идеально просто. Валик невысокий, все четко. Я потом покажу в конце. Ну, после сварки покажу вам результаты. Поближе рассмотрим. Вот мы варим тавровое соединение, угловой шовчик. Углом назад я варю, потому что мы пробовали углом вперед. Очень сложно снять, когда сварка происходит углом вперед. Горелка перекрывает весь обзор. И видите, тоже никаких проблем. Справляется с задачей, ну, просто идеально. Да, несмотря на все свои недостатки, аппарат просто как будто создан для сварки профилей. Оп, готово. Так, сейчас пробуем вертикальчики, сейчас пробуем сверху вниз. Ну, те же профильки, тут только стеночка потолще, тут 2 мм стеночка. Видите, сверху вниз тоже ровный, идеальный процесс. Просто горелочку вводим, он сам металл укладывает. Ну, просто душа поет, когда оборудование вот так работает, не создавая никаких проблем для сварщиков, да?
Просто нажал кнопку и ведешь горелку, а аппарат все делает сам. Вот это то, что надо именно для гаражных работ. Правильно, коллеги? Сейчас мы пробуем снизу вверх. Я никак не менял настройки, хотя надо было их подкрутить. Здесь тока многовато. Напряжение надо было поубавить. Сейчас мы чуть позже поймем, почему. Тоже вполне снизу вверх варит вертикальчики на раз. Видите, прожег профиль. Надо было немножко поубавить. Ну, даже когда прожигаем дырочку с отрывчиком, моментально эта проблема решается. Так, сейчас мы взяли металл потолще, металл 8 мм. Тоже варю углом назад. С обратной стороны я уже проварил углом вперед. Мы даже пробовали это снимать, но результат получился. Я даже не стал это показывать. Результат я вам покажу, а видео сварки я не стал, потому что это плачевное видео. Горелка весь обзор перекрывает. Ну, может, мы как-нибудь настроим со временем этот процесс. А вы видите, углом назад 8 мм металл, проволока 0,8 Г2С, диаметр 0,8 проволочки. Без проблем. Кушает даже толстый металл. Конечно, я бы не стал ответственные какие-нибудь несущие колонны варить. Это все-таки бытовой аппарат. Ну, при необходимости без проблем. Так, здесь я зарядил электродик монолит РЦ, диаметр 3 мм. Тестим режим ММА. Что хочу сказать, парни. Рутиловый электрод кушает тоже без проблем. Варит, смотрите, ровный нормальный процесс. Я пробовал ставить основное покрытие. Не стоит рассматривать этот аппарат для сварки электродами с основным покрытием. Вообще он не пригоден для основного покрытия. Но он как правило, в бюджетных полуавтоматах функция ММА, она сильно урезана. А рутиловым электродиком без проблем. Что-то где-то подварить без проблем. Видите? Шовчик чуть позже мы увидим, какой получается. Вполне себе приемлемый результат. И последний шовчик. Это я уже поставил проволоку диаметром 1 мм. Та же марка 0,8 Г2С. Омедненная проволочка. Здесь я, конечно, с настройками не стал сильно заморачиваться. Здесь надо было, конечно, либо напруги добавить, либо скорость подачи убавить, потому что, видите, брызгает. Ну, тем не менее, миллиметровой проволокой тоже он варит совершенно без всяких проблем. Так, ну, смотрим результат. Вот, смотрите, видите, профилек 1,5 мм стеночек, идеальнейший шовчик, идеальнейший. Вот этот аппарат, он как будто создан он для таких тонких профилей. Ну, просто заглядение. Видите, результатик. Красота, да и только. Вот угловое тавровое соединение, угловые шовчики, тоже вполне себе результат отличный. Это вертикальчики. Вот сверху вниз и снизу вверх. Снизу вверх, естественно, валик побольше. Сверху вниз валик такой вогнутый шов, как правило, получается. Ну, если вторым разом пробежать, будет нормально. Вот это как раз и то, о чем я говорил. Вот этот шов я варил углом вперед. Но сварку не показали, потому что ничего не видно абсолютно. Вот это шовчик углом вперед. А вот это то, что мы с вами видели, это сварка углом назад. Видите, вполне себе нормальный результат. 8 металл. Очень бюджетный полуавтомат, кушает на раз. Понимаете, коллеги? И вот это вот последний шовчик. А нет, еще электродики покажу. Это миллиметровая проволочка 0,8 Г2С. Видите? Вот это вот электрод монолит РЦ троечка. Отличный шовчик, плотный шовчик, ровненький, все нормально. 8 металл. Так что, коллеги, аппарат очень даже достойный. Так, смотрите, что я хотел вам сказать. Вот я в начале видео сказал, что вот это регулирует амперы в режиме ММА, да? А в режиме МИГ регулирует скорость подачи проволоки. Но сколько они переключают вот этот тумблер с ММА режима в режим МИГ, видите, все равно регулируются амперы. В реальности в режиме МИГ регулируется скорость подачи проволоки, понимаете? И также в режиме ММА я могу регулировать напряжение, могу регулировать амперы. Тут что-то вот напутано. Вот это непонятно совершенно. Для чего это сделано? Такое ощущение, что кто-то с кем-то там на заводе не договорился. Ну, ладно, аппарат работает, варить им, по крайней мере, можно по-любому, да? Значит, смотрите, давайте сейчас померяем, сколько реально выдает сварочный ток этот аппарат. Заявлено максимальный ток 180 ампер. Вот видите, 181 ампер. Вот это, я не знаю, есть смысл вольтаж крутить в режиме ММА или нет, непонятно. Значит, давайте я, наверное, убавлю на 0.
индуктивность тоже на 0. Вот, значит, примерно поставим 100 ампер. Вот регулятор тоже не очень удобный. Чтобы выставить 100 ампер, очень надо постараться. Малейшее движение сразу перескакивает на 5, на 3. А чтобы плюс-минус 1 очень сложно добиться. Видите? Вот попробую выставить 100 ампер. Ну давайте померим, сколько он выдает реальный ток. Ну я вот даже вижу, здесь явно нет 100 ампер. Видите, коллеги, мы выставили 100 ампер, в реальности 79-80 ампер, то есть минус 20 ампер. Я даже по сварке чувствую, что не додает. Значит, давайте вставим на максимум 180 ампер. Я сейчас заряжу четверку электрод, попробуем, что у нас выйдет. Так, мы выставили 180 ампер, 181 там даже. Пробуем. Ну, четверка электрод горит довольно стабильно. Вполне можно варить четверкой электродом. Ну, тут явно нет 180 ампер. Вот, 135 ампер. То есть минус 40 ампер приблизительно. Даже 45. И что самое удивительное, коллеги. Сам аппарат вот это все показывает. То есть аппарат показывает реальные амперы, которые он выдает. Вот такую ситуацию мы имеем. Ну, четверку электрод тянет спокойно. Так, парни, сейчас мы проверим, работает ли здесь индукция. Здесь от 1 до 10 регулировочка. Вот я прихватил 2 профилечка, чтобы не говорили, что там с одной стороны я заварил, с другой прогретый уже профиль. Вот 2 профиля заварим. Этот я заварю, индукцию вообще уберу на 0, а здесь я индукцию накрушу на полную. И сравним, есть ли разница, да? Давайте попробуем. Так, парни, сейчас я индукцию убираю на всю, варим. Так, сейчас мы индукцию накрутим на всю, до десяточки. И варим второй профилек. Так, ну все, сейчас будем сравнивать результат. Так, вот смотрите, вот здесь индукция была убрана полностью. А здесь индукцию я накрутил на всю, до десяточки. Вы видите разницу? Я абсолютно не вижу никакой разницы. Вот высота валика можете сравнить, коллеги. Мне кажется, разницы здесь никакой нет. Швы абсолютно одинаковые. Что с индукцией, что без. Ну, не знаю, может быть, я что-то недопонял, но мне кажется, разницы никакой нет. Так, коллеги мои дорогие, сейчас я вам немножко покажу, как настраивать такие аппараты. Потому что в комментариях очень много, как настраивать полуавтомат. Это довольно бюджетный полуавтомат, поэтому здесь нет даже таблицы. Обычно вот здесь, на внутренней стороне вот этой дверцы, приклеивают таблицу с примерными параметрами под разные диаметры проволоки, под разные толщины металлов. Здесь этого нет. Поэтому синергетики здесь тоже нет. Поэтому здесь только ручные настройки. Значит, как это делаю я, когда ручные настройки? Он довольно легко настраивается. Вот, к примеру, надо варить профилек, да? Вот 2 мм толщиной профилек. Ну, примерно ставим от 18 вольт, примерно. Это можно потом убавлять, прибавлять. Вот, вольты поставили. И вот эту руку я кладу на регулятор скорости подачи проволоки, да? И начинаю варить, и прямо во время сварки я чуть-чуть прибавляю или убавляю скорость подачи проволоки. Вот смотрите. Вот немножко прожег, значит многовато. Вот если я прожег, значит вольты, напряжение надо убавлять. Это много для этого профиля. Вот поставим, к примеру, пускай 16,5, да? Ну вот, даже по звуку вы слышали, наверное, да, парни? Вполне нормальный, ровный сварочный процесс. По настройкам аппарат настраивается очень легко. Вот смотрите, видите, какой я шовчик положил? Видите? То есть за 30 секунд я настроил аппарат для сварки профиля 2 мм толщиной. Ничего тут страшного нет, парни, не бойтесь, главное. Так, ну что, давайте я подведу итог, скажу плюсы и минусы из плюсов.
Плюс, конечно, он довольно бюджетный. Плюс, самый главный плюс для нас это цена, да. Чем дешевле аппарат, тем для нас это лучше. Стоит он небольших денег, ссылочка будет в описании. Пожалуйста, проходите, смотрите, кому интересно, интересуйтесь. Можно позвонить менеджерам, задать вопросы. Функция ММА здесь, на мой взгляд, она только рутиловым электродом что-нибудь там прихватить, там можно даже заварить, но рутиловым электродом. Основное покрытие он не тянет. Но это, как правило, в бюджетных таких аппаратах. Функция ММА она есть, но она как бы урезанная слегка, да. Для рутиловой троечки электрода вполне можно в гаражике варить. Дальше, сам полуавтомат. Полуавтомат варит нормально. Тут нет синергетики, настраивается он довольно легко. Процесс сварки довольно стабильный. Конечно, вы видели, мы варили восьмерку металл он вполне себе варит, но больше, чем 8 мм я бы уже не рекомендовал, потому что он для этого не предназначен. Это такой бытовой полуавтомат для профилечков, в большинстве своем для профильков. По недостаткам, я не понимаю, для чего вот это сделали, что он и в режиме ММА, и в режиме МИГ показывает здесь амперы. В режиме МИГ он настраивает скорость подачи проволоки. И тут и в режиме ММА, и в режиме МИГ можно регулировать и амперы, и вольты. Это как-то странно. Но я думаю, что это просто ради того, чтобы удешевить сам аппарат, не стали ставить там заглушки. Вот. У меня только такое напрашивается объяснение. Ну, на это вполне можно закрыть глаза, вполне он настраивается, работать им можно без проблем. Коллеги, надеюсь, я вам был полезен. Вот, рассказал все, что хотел об этом аппарате. А решение уж сами там принимайте. Кому это надо, кому это не надо, это уж мое дело вам рассказать, а решение уже за вами. Ссылочка, напоминаю, будет в описании. Коллеги, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока, увидимся в следующих видео.